Ребят, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня я для вас снимаю видео про лунное затмение, которое состоится сегодня, 28 октября 2023 года. Оно будет завершающим в цикле коридора затмений. К сожалению, на солнечное затмение вам не сняла, так как не было свободного времени, но сейчас постараюсь дать максимум информации, которая для вас будет полезной относительно этого периода. Итак, сам вот этот двухнедельный цикл коридора затмений осеннего, который у нас с вами был с 14 по 28 октября 2023 года, он, по сути, нас проверял на прочность. В каких аспектах? Почему? Потому что это путь, который, по сути, закладывает нам новые программы и определяет наши последующие 12 лет жизни. Почему? Потому что Земля в момент конфликта Солнца и Луны, она оказывается между ними. И такое вот положение у нас может работать как в плюс, так и в минус. В этот момент, в этот период у нас, как правило, раскрываются, распаковываются скрытые энергии. Как следствие, нам крайне важно вот в течение этого цикла, тем более он сейчас завершается, это избавляться от груза прошлых потрясений, обид, глубоко запрятанного внутреннего негатива, чтобы у вас не было желаний, знаете, как конфликтовать, выяснять взаимоотношения, иначе эти программы вы закладывать будете на последующие 12 лет. Почему сегодня это наиболее актуально? Потому что лунное затмение – это всегда завершение, тем более текущее лунное затмение, оно у нас происходит в 5 градусе в знаке Тельца, и это последнее затмение в цикле на оси Телец-Скорпион. Это 4-е затмение. Начался у нас этот цикл в ноябре 2021 года и вот уже завершается. Более того, это последний цикл затмений в этом году. Последующие у нас будут на оси Овен-Весы. Что такое лунное затмение в Тельце? Это кардинальные перемены. Почему? Потому что Телец – это знак у нас материального, программы, которые закладываются надолго. Потому что Телец – это всегда фундаментальность, это основательность, это попытки стремиться к новым переменам, это желание материализовать наши идеи, наши задачи. И как следствие, вот эти вот перемены в Тельце, они по сути будут крайне долгосрочными. Само по себе лунное затмение, поскольку у нас полнолуние, вот полная луна – это завершение, то есть это внести ясность или высветить те моменты, которые нам были неясны, которые для нас были затуманены. И как следствие у нас с вами будет идти пересмотр структуры нашей жизни, взглядов на жизнь, принципов, приоритетов, потому что полнолуние – это всегда результат ясной ситуации, полного видения картины и понимания того, что происходит в нашей с вами жизни. Это будет изменение системы наших ценностей, это стремление к самодостаточности, к материальной свободе, к финансовому достатку. Как следствие особенности этого затмения – это желание как наново перекроить свою жизнь, сделать ее стабильной на последующие 12 лет. Каким образом мы это, по сути, будем делать? Вот как этот коридор повлияет? Давайте смотреть, что нам необходимо завершить, какие программы, в каком доме и как это затмение непосредственно отыграется для вас. Безусловно, я от вас очень часто слышу, что Таро и астрология якобы не имеют ничего схожего между собой. Но по сути это не так. Эти обе дисциплины дополняют друг друга и помогают вам максимально раскрыть и получить ту информацию, которая вам необходима для решения ситуативных задач и планирования на будущее. Поэтому будем с вами разбирать нерешенные проблемы, триггеры из прошлого, которые, да, вот вас будут разматывать на эмоции. Кстати, сегодня многие могут ощущать какие-то эмоциональные качели. Вот такой коридор затмения, по сути, называют кармическим, потому что сейчас, по сути, Солнце, Луна, Земля, да, вот они всегда выстраиваются в одну линию во время коридора затмений. И это какие-то решающие события в судьбе человека. То есть именно сейчас у нас, по сути, с вами есть шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. И каждому из вас будет представляться выбор: оставаться на месте или пойти по иному пути. Для каждого это может сопровождаться кризисами, либо переформатированием собственного сознания. Поэтому прислушивайтесь к внутреннему голосу, то, что вам идет изнутри. Какие подсказки, возможно, вам также идут свыше. Самое главное, вот что хочу сказать по поводу сегодняшнего дня, чего нужно избегать. Это ссоры, это напряженные взаимоотношения с нашими близкими, с нашим окружением.
Поэтому старайтесь спокойно реагировать на провокации, не ввязываться в споры, держаться подальше от конфликтов, не принимать решения на эмоциях и на страстях, не хвататься за несколько дел сразу, потому что вот эти наши необдуманные поступки, они, к сожалению, могут привести к фатальным последствиям. Опять же, ни в коем случае не занимайтесь самоедством, не ищите причины всех бед в себе и старайтесь не делать виновными в каких-то своих неудачах ваше окружение или ваших близких. Опять же, в коридоры затмений, в частности, когда идут пиковые точки, там солнечное или лунное затмение, возрастает риск инсультов или инфарктов, поэтому крайне важно следить за своим здоровьем и не перегружать себя, особенно эмоциональными встрясками, либо физическими нагрузками. Сейчас стоит уделить максимум внимания медитациям, дыхательным практикам, водным процедурам, прогулкам, отдыху, восстановлению, потому что крайне важен здесь и режим дня, и вопросы питания, потому что это все способствует вашему внутреннему росту, раскрытию энергии и потенциала, а также раскрытию ваших способностей. Благоприятное время и период, чтобы заняться благотворительной деятельностью, поэтому если вы хотели, стремились, сейчас можете это реализовать. И в целом непосредственно этот коридор затмений благостно в целом влияет на каждого из вас. Почему? Потому что он помогает избавиться от вредных привычек или лишних килограммов. Поэтому у тех, у кого есть текущая проблема или ситуация, можете использовать активно этот период, в частности лунное затмение, пожелать, подумать, запрограммировать эти программы для того, чтобы, так сказать, пошел сдвиг с мертвой точки. Итак, давайте с вами посмотрим и проанализируем, как же для каждого из вас отозвется это затмение, в каком доме будет проигрываться и какие результаты даст. Начнем с вами с овнов. Овны, мои хорошие, у вас это второй дом. Второй дом, как вы знаете, это у нас наши ресурсы. Почему? Потому что второй дом – это всегда точка возможностей. Это и финансы, это и, в принципе, сами по себе наша энергия, наши результаты, которые мы накапливаем. Потому что наши природные ресурсы, наши энергетические данные, то есть наш финансовый статус. Второй дом всегда показывает наши ценности, как они меняются, наше бытие, как мы выстраиваем новую жизнь, как мы удовлетворяем наши потребности, основываясь на новом мировосприятии. Второй дом всегда нам дает ощущение собственной ценности, потому что мы можем реализовать себя, повысить самооценку в обществе, ну и как следствие ощутить, чем мы владеем, какими вещами, каким имуществом, что нам дает уверенность в завтрашнем дне. То есть вот это будет основа ваших перемен в этом коридоре затмений, в частности на лунное затмение в знаке Тельца. Так, что же вам здесь нужно завершить? Повешенный, пятерка мечей, и здесь ложится аркан смерть. В первую очередь, если смотреть по этим арканам, это перестать себя винить за то, где вы могли в чем-то не успеть. Объясню. Если кто-то, допустим, погиб или ушел в мир иной, да, из вашего окружения, то есть друзья, родственники, просто близкие люди, то есть не винить себя за это, не испытывать за это чувство вины. Или если вдруг вы по какой-то причине не могли в чем-то, знаете, кому-то помочь, поддержать, не сетуйте на это. То есть вы не могли повлиять на ситуацию, это непосредственно карма человека, его жизненный путь. Вот избавьтесь от этого груза, потому что у многих здесь может быть вопрос самоедства, что вы кому-то из окружения не помогли, когда человек в этом нуждался. То есть вот эту ситуацию нужно для вам завершить, отпустить и жить без этого груза. А вот на чем необходимо вам сделать акцент? Умеренность, шестерка мечей и дьявол. То есть здесь идти к вопросам достатка. Но оно и не удивительно, потому что у нас такое второй дом? Это деньги. Умеренность – это обрести благосостояние, финансовую свободу. Шестерка мечей – это свобода выбора, это свобода передвижения, это финансовая свобода. Для многих это будет выражаться в дистанционных источниках заработка или в поисках новых источников заработка. Они могут быть пассивными, но для большинства это опять же вопросы мобильности. То есть научиться зарабатывать
зарабатывать здесь и не быть при этом привязанным к какому-то конкретному месту. Да, многие скажут, что это невозможно, не могут все пойти там на дистанционку, или есть ряд и спектр каких-либо услуг, которые нельзя перевести в онлайн. Но напрямую или косвенно в любом случае это возможно. Ну, как вариант, смотрите, допустим, вы врач. Основная ваша практика, она проходит офлайн, но тем не менее у вас может быть какая-то консультативная деятельность, которую вы можете проводить онлайн и также получать за это доход. То есть здесь либо искать дополнительные источники дохода онлайн, дистанционно, что вас делает мобильным, опять же инвестировать в нечто, чтобы это был пассивный источник дохода, потому что для вас здесь первооснова, вы будете на этом зациклены. И это программа, которая активно вами будет овладевать, и это будет акцент смещен на ближайшие 12 лет. Вот то, что мы закладываем в коридор затмений. Конечно же, вы скажете, что сам коридор затмений влияет там, от 3 месяцев до полугода. Безусловно, это так. Но те семена, которые вы посеете сейчас в этот период, они будут на долгосрок. Поэтому это зона комфорта, финансовая стабильность и новые возможности. Я уверена, Овны, что у вас все получится, поэтому здесь нет смысла по этому поводу переживать. И опять же, здесь идут перемены в плане самооценки. Возрастает ситуация стабильности, зоны комфорта и независимости. И более того, здесь будет полярность, меняется ситуация. То есть теперь кто-то будет зависеть от вас. И вы будете получать, знаете, некий такой кайф от того, что вы кем-то можете манипулировать, управлять и, как следствие, уже навязывать свои условия, свою точку зрения, потому что приобретаете здесь финансовую стабильность и независимость. Поэтому у вас этот лунный коридор, простите, это лунное затмение в этом коридоре, оно будет весьма весомым. Посмотрим, что здесь у нас по тельцам. Тельцы, для вас это затмение наиболее важное, значимое. Почему? Потому что, во-первых, оно итоговое в цикле затмений, которые у нас шли с 19 ноября 2021 года, да, по 28 октября 2023. Здесь это в первую очередь акцент на вас, потому что затмение проходит по первому дому. Что такое у нас первый дом? Первый дом – это наша точка «я». Это наша личность, это наша внешность, это ситуация, как мы себя позиционируем в социуме, как мы себя преподносим. Это, в принципе, тот момент, когда мы хотим кардинальным образом что-то изменить. То есть обучаться, получить опыт, навыки, знания, открыть свой бизнес, кардинально изменить свою внешность, изменить свой духовный мир, перестроить модели взаимоотношений с окружающими. Потому что элементы первого поля, они влияют на судьбу человека, потому что оно само по себе, это поле, говорит о способности действовать и проявлять активность. Соответственно, каждому из нас нужно понять и признать, что первый дом – это, по сути, для нас первооснова. Это точка развития, это наш путь. Поэтому для вас это действительно вот мегацикл. Давайте посмотрим, как же отыграется для вас. Что вам нужно отпустить в это лунное затмение, то есть какие процессы вы завершаете. Итак, что вы завершаете? У вас здесь ложится шут, десятка жезлов и десятка мечей. Это ситуация, когда вы в легкую, может быть, несерьезно, но тянули абсолютно все на себе. Брали на себя груз обязательств. Слишком были открыты, доверчивы, потому что по шуту не то чтобы это ваша наивность, это ваша непосредственность, детскость. Нельзя назвать инфантильность. Это ситуация, когда вы переживали абсолютно за всех и старались создать вашему окружению зону комфорта, легкую жизнь. При этом обременяли себя. Также здесь могли быть сложные взаимоотношения с вашими детьми или внуками. На вас мог лечь груз обязательств опеки за какого-то ребенка. Допустим, ну не дай бог, кто-то там погиб из близких, и как следствие вы несете на себе этот тяжкий крест, этот тяжкий груз. Ну и в целом тот момент, когда вы понимаете, что позиционируя себя, что все в жизни прекрасно, все легко, на самом деле для вас это было таким сложным грузом, сложным камнем. И перемены, которые в вашу жизнь вошли, вот начиная с ноября 2021 года, они для вас были крайне сложными, то сейчас ситуация кардинальным образом будет меняться. Вы все это отпускаете, вот тяжкий груз, тяжкое бремя, опять же, это обновление.
Потому что такое первый дом? Это то, что, возможно, вам себе не нравилось. Вы хотели поменять, но знаете, как не доходили до этого руки. Не было возможности, времени, сил, ресурсов. То теперь эти ресурсы появятся. Потому что здесь отбросить не нужно. Ну, то есть не нравился вам какой-то имидж. Поменяли. Или был избыток веса. Все, сбросили это тяжкое бремя. Или, возможно, была ситуация какой-то изнуряющей болезни или состояния, которое влияло на ваш внешний облик, на ваше самочувствие, на ваше позиционирование. Вот вы могли быть зажаты, закрыты, потому что, опять же, по этим картам, при всей вашей открытости, вот не было желания контактировать, могла быть жизнь на паузе. То теперь этот период у вас завершается. Посмотрим, на что вам стоит обратить внимание. Что же у вас здесь? На что стоит обратить внимание? Итак, паж жезлов, семерка мечей и падает аркан звезда. По этим арканам это все-таки быть любопытными. Это, знаете, как нестандартное, что-то новое примерять на себя, потому что семерка мечей это не всегда, опять же, аркан предательства, измен. Это карта нестандартного мышления, нетрадиционного подхода к решению каких-то вопросов и ситуаций. И вот я дотягиваю аркан, о чем здесь идет речь. У нас здесь ложится девятка чаш. Во-первых, у вас здесь может быть много поклонников, почитателей, поклонниц. Опять же, здесь у вас может быть нестандартный подход к изменению имиджа. И смотрите, звезда – это засиять, то есть это быть в центре внимания. Опять же, с точки зрения внешности, с точки зрения коммуникации, ведения нового бизнеса. То есть это заявить о себе. Неважно, в какой нише вы сейчас находитесь. Но, во-первых, это акцент на ваши внешние данные, изменение внутреннего состояния, как психоэмоционального, так и по здоровью. Так и второй аспект – это в прямом смысле засиять. И у многих здесь могут еще пройти кардинальные перемены по личной жизни, по отношениям. Потому что точка «Я» или первый дом – это то, как мы себя преподносим, как мы себя несем. Вы будете привлекать внимание окружающих, то есть других людей. Из-за этого будут у вас новые контакты, то есть деловые, личные, дружеские. У кого-то новая клиентская база, потому что как новый подход, новое позиционирование и, соответственно, новый социум. То есть люди будут, вот вы меняете к себе отношения, себя по-новому преподносите, вас по-иному воспринимают и меняется полностью ваше окружение. Но для вас это со знаком плюс. Опять же, понимаю, что многих здесь может пугать сама по себе семерка мечей, но по принципу, да, что здесь может проходить, какие переживания, страхи, или вы здесь можете бояться вопросов, каких-то кардинальных перемен, может быть, там кто-то вас пытается обмануть, то здесь я открываю аркан, ложится иерофант. Иерофант – это у нас всегда ситуация действует традиционным путем. Изучай структуру вопроса, зри в корень ситуации, тогда ты сможешь достичь невероятных высот. Опять же, поскольку у нас первый дом – это наш облик, наше внутреннее содержание, по жрецу это может быть активная работа с врачом, который может повлиять как на ваши внешние данные, так и на внутренние. Но опять же, жрец это не всегда только врач, это может быть и тренер, и психоаналитик, который поменяет ваше восприятие, уберет какие-то блоки, поднимет вашу самооценку. То есть для вас это такой очень-очень знаковый период. Хорошо, смотрим дальше. Близнецы. Близнецы, у вас это 12-й дом, дом завершения. Это, еще его называют дом кармы или точка уединения. Почему? Потому что, в принципе, это поле гороскопа описывает ситуацию, когда человек не может влиять на какие-то складывающиеся обстоятельства. То есть здесь не то чтобы ваши инициативы скованы, но это, знаете, как дом кармы, решения или события, которые предписаны свыше. У нас всегда, как правило, по 12-му дому проходят монастыри, больницы, клиники, санатории, дома отдыха. То есть это может быть вопрос как изоляции, добровольной или добровольно-принудительной, может быть и так. Добровольно-принудительно, это я понимаю, там у кого-то может быть рехаб, да, то есть вынужденное лечение или, не дай бог, вопросы заключения. Но и в целом это закрытые организации, это работа в тайных учреждениях, скрытых учреждениях. Это работа, которая может быть в каком-то изолированном пространстве, то есть на острове, или у вас вахтовый метод работы. И опять же, поскольку у нас 12-й дом является завершающим, то это по сути как продумать, промотать ваш жизненный путь, осознать, что вы сделали не так или что вы не доработали. Потому что сама по себе эта ситуация, это, знаете, как быть более духовным, стремиться к религии, кто-то к углублению в эзотерику или психологию.
Почему? Потому что 12-й дом, он сам по себе по смыслу пересекается с астрологическими символами рыб и Нептуна. И как следствие несет отрешенность и уход от всего мирского, от суеты, от хаоса. И вот здесь как раз мы прорабатываем нашу духовность. То есть мы можем заниматься благотворительностью, служить другим людям, работать волонтерами или там в приютах, в домах престарелых. Это, в принципе, ситуация, когда мы хотим изолироваться от внешнего мира и в одиночестве созидать, создавать красоту, создавать какие-то, может быть, произведения искусства, там, писать картины, музыку или какие-то, может быть, создавать новую компьютерную программу. Это, в принципе, знаете, как ситуация, когда у нас очень хорошо развита наша интуиция, связь с нашим бессознательным, с нашим подсознанием. Помимо всего прочего, мы очень тонко ощущаем чужие эмоции, проявляем эмпатию, уходим в свой внутренний мир. Посмотрим, что же вам здесь нужно проработать по таким аспектам, по этому лунному затмению в знаке Тельца. Итак, что вам нужно здесь завершить, так сказать, доработать, какие программы? Давайте посмотрим. Итак, Близнецы. У вас здесь ложится паж кубков, шестерка жезлов и рыцарь кубков. Здесь вопросы эмоциональности. Сейчас объясню. Тот момент, когда вам может казаться, что окружение не воспринимает вас должным образом, или все ваше радушие, вся ваша доброта, искренность или благочестие воспринимаются как малодушие, как незрелость или как инфантильность с вашей стороны. То есть люди какую-то вашу доброту или искренность принимают как должное. Я не говорю, что вы не должны быть добрыми, но знаете, как заканчивайте с этим пороком. То есть да, будьте добры, будьте благосклонны, но там где-то уместно, там где-то необходимо, иначе уж простите, люди будут за ваш счет здесь самоутверждаться, за счет вашей вот этой желания идти на помощь людям в любой момент, в любой призыв, идти на компромиссы, идти на контакты, быть гибкими, быть общительными, быть радушными. Вот здесь это нужно грамотно проработать. То есть ни в коем случае от этого отказываться там полностью нельзя или нельзя это завершать. Это нужно просто грамотно и уместно использовать. Опять же, у некоторых здесь может быть сильная эмоциональная связь и зависимость от детей. То вот в некоторых аспектах эти карты показывают, что оборвите эту пуповину, дайте вашим детям больше свободы и жизни, иначе вы сломаете им жизнь. При всей вашей любви и заботе к вашим чадам излишняя гиперопека, она может быть в минус, нежели в плюс. То есть здесь позвольте в чем-то ошибиться, позвольте где-то допустить ошибки, не покровительствуйте во всем, не опекайте чрезмерно. Да, благодаря вашим содействиям ваши дети, ваши чада достигали больших каких-то результатов, двигались вперед, потому что вы были мотиватором, двигателем прогресса. Но перестаньте. Может быть, дайте в чем-то обжечься для того, что они закалили свой характер и получили новый опыт, который позволит им чего-то добиваться. Смотрим, на чем нужно сконцентрировать здесь ваше внимание. Император, королева кубков и король кубков. Ого. Но у большинства, смотрите, опять же, 12-й дом – это у нас дом тайных связей. Поэтому у некоторых из вас здесь действительно могут быть просто сокрытые от глаз отношения просто, скажем так, не оформленные, допустим, гражданский брак, гражданский союз. Я сейчас хочу дотянуть, посмотреть. Да, все-таки речь здесь про тайные связи, влюбленные. Это единение, но здесь, видите, если смотреть дно колоды, у вас ложится аркан дьявол, это как одержимость друг другом, это невозможность проработать эту связь. То есть у вас, по сути, будет как кармический урок и испытание на вашу духовность, на ваши взгляды на жизнь, на ваше мировоззрение. То есть будет кардинальная смена приоритетов. Здесь судьба преподнесет урок. Для кого-то это просто отношения кармические, сложные, которые изматывают, для кого-то здесь будет аспект любовных треугольников. Но даже если здесь треугольников не будет, это, знаете, как отношения, которые вы будете скрывать от посторонних глаз, от публики. Объясню почему. Потому что, не стою даже сама, чтобы не сглазить, нет. Вы понимаете, что вы здесь друг для друга как единение, как целостная пара, но как духовные учителя друг для друга. То есть отношения, через которые вы растете, которые вам дают стабильность. И почему вы здесь не хотите огласки? Потому что вы понимаете, что эта огласка
потом крайне мешает вашей личной жизни. Поэтому здесь это попытки закрыться от этого. Очень тщательно контролировать эту сферу жизни, вне зависимости от того, мужчина вы или женщина. Опять же, 12-й дом. Здесь могут быть не то чтобы обременяющие отношения, но отношения, которые заставят во многом, ну, не могу сказать, что принимать аскезу, но менять свои приоритеты. Но по принципу, знаете, как никогда не говори никогда. Если вы озвучивали, там, чтоб я там когда-то был в отношениях, там, не знаю, с тарологом, астрологом или там человеком сидевшим, или наоборот там с военным, который постоянно на каких-то военных операциях, вот и судьба будет на это испытывать. Потому что что такое 12-й дом? Это смена взглядов, приоритетов. Это вот то, что вы говорили никогда, вот оно может здесь проиграться. То есть судьба будет испытывать на прочность. Поэтому здесь такой очень важный, знаковый для вас период. Хорошо. Переходим с вами к ракам. Что здесь у раков? Раки, у вас эта ситуация четко проходит по 11 дому. Что у нас такое 11 дом? 11 дом это у нас дом покровителей. Это, ну, называют еще точка социальности. Почему? Потому что он отвечает у нас за наших друзей, единомышленников, за коллективы, в которых мы активно участвуем. Это также вопросы интернет-пространства, каких-то огромных социальных групп, в которых вы можете участвовать, быть организатором или просто, знаете, как членом какой-то группы. Опять же, этот 11 дом иногда еще называют домом ангела-хранителя, который приходит вам на помощь в трудные минуты. И здесь, знаете, как, чтобы рассчитывать на поддержку ангела-хранителя, вы также должны бескорыстно оказывать помощь окружающим. То есть я не могу сказать, что если вас каждый встречный поперечный будет просить о помощи, но если вы видите, что человек действительно нуждается и с таким запросом обращается к вам, то вам будет необходимо это выполнить. Вообще сам по себе 11-й дом, он обозначает умение быть среди друзей, то есть объединять свои интересы с их интересами. И как следствие 11-й дом говорит о том, что нужно обращать внимание не только на свою личность, но и на личность вашего окружения. То есть на тех людей, которые находятся рядом с вами в повседневных аспектах. Опять же, лишь ассоциируя себя с определенным сообществом, мы лучше и полнее понимаем себя и свои цели. Поэтому это нам помогает добиваться в жизни большего. В особенности, если нас поддерживают единомышленники, дружественно настроенные люди, ну, возможно, покровители. Поскольку у нас 11-й дом еще связан с нашими надеждами, духовными интересами, нашими желаниями и стремлениями, то здесь и дружба нас будет развивать духовно, и более того, вы сами не заметите, как ваши те же друзья, соратники, ваши покровители будут вам помогать в осуществлении ваших желаний и задуманного вами. Давайте смотреть, как для вас это проиграется. Итак, что вам нужно завершить по этому дому? Что у вас здесь? 9 пентаклей, туз жезлов и паж жезлов. Здесь, если смотреть по этим арканам, что проходит? Это как нужно наконец-то уже воплотить идеи, которые вами были, знаете, как посеяны в вашем ментале. То есть появилась у вас идея что-то создать, быть финансово независимым или во что-то инвестировать, потому что 9 монет – это опять же быть финансово независимости. Возможно, за счет кого-то, не без этого. Но вот туз жезлов и паж жезлов – это наконец-то уже это осуществить. Опять же, такой очень-очень тонкий момент. Я понимаю, что не для всех это актуально, но у меня много среди клиентов таких запросов. Вот те, кто, возможно, искал партнеров для эко или просто был озадачен вопросами там, сохранения яйцеклеток или оплодотворения, и, так сказать, вы не могли найти для себе для этого кандидата, то ваши здесь мечты либо надежды осуществятся. Опять же, посмотрим, на чем вам нужно сконцентрировать ваше внимание. Что для вас будет основным? Что вам здесь высветит этот период? Итак, у нас здесь ложится королева пентаклей, 7 мечей и 10 мечей. Эти арканы у нас показывают, что вам нужно, помимо того, что есть помощь и поддержка со стороны вашего окружения, научиться
позаботиться о своей финансовой независимости, состоятельности, потому что королева монет — это иметь свою финансовую подушку безопасности, не ожидая, что кто-то когда-то вам в чем-то поможет. Опять же, семерка мечей, десятка мечей — это уберечь себя от финансового краха, либо от финансовых потерь. Потому что здесь что такое 11-й дом? Опять же, это ситуация, когда друзья могут к вам приходить и просить в долг. То здесь, пожалуйста, вот очень аккуратно. То есть если вы хотите помочь бескорыстно, не ожидая ничего взамен или возврата ваших ресурсов, пожалуйста. Но если у вас есть какие-то малейшие сомнения, то делать этого не стоит, потому что вы здесь потеряете и друзей, и ваши ресурсы. Опять же, карты, которые говорят о ситуации, что имеет смысл. Вот сейчас даже дотяну. Тройка жезлов, то есть думать наперед. А именно, я не говорю, что здесь скрывать или утаивать доходы, но создать, возможно, какой-то отдельный счет, куда вы будете, ну, не знаю, складывать свои ресурсы или инвестировать. То есть для вас это, иными словами, опять же, акцент на помощь, которую вы получаете, знаете, как не складывать ее в одну корзину, потому что можете здесь финансово прогореть. Здесь почему-то вот акцент, вот то, что вы получаете от социума, от публики, уметь этим грамотно распорядиться, в частности, финансовым планом, финансовым аспектом. И еще такой момент. 11-й дом, поскольку не зря говорят дом покровителей, здесь могут быть у вас действительно влиятельные статусные покровители или покровительницы. Так вот, не ведите здесь на формат любовных треугольниках и таких вот адюльтеров, скрытых отношений, потому что для вас это будет разрушительно. И вы сами потом впоследствии будете об этом сожалеть. Поэтому вот такой для вас цикл лунного затмения в Тельце. Переходим с вами к львам. Львы, у вас, как мы видим, это лунное затмение будет проходить по 10-му дому. Что такое у нас сам по себе 10-й дом? 10-й дом у нас называется точка цели или точка нашего социального статуса. Почему? Потому что вообще, по сути, он является одним из самых важных домов гороскопа. Он указывает на наш облик, вот, допустим, если первый дом на наш облик в обществе, то 10-й дом или 10-е поле — это то, насколько вы быстро и легко найдете свой путь в жизни, насколько вы реализуете себя. Это как взлеты, так и падения. Это ситуация, когда вы добиваетесь какой-то глобальной цели, изменения социального статуса. То есть это может как резкий взлет по карьерной лестнице, изменение ситуации по работе, то есть из серии ушли на пенсию, уволились, что-то у вас кардинальным образом поменялась ниша деятельности и так далее. И опять же, 10-й дом — это все, что касается социальной новой роли. То есть развелись, вышли замуж, родили ребенка, стали бабушкой или дедушкой. Потому что здесь как изменение социальной картины жизни. Опять же, что такое 10-й дом? Здесь само по себе это, знаете, как вот тот пик достижения, который показывает наш статус по положению, по возрасту. И, по сути, опять же, показывает, как мы относимся к руководителям, к родителям. И вместе с тем зеркально, как относятся к вам, какой у вас авторитет в этом мире. Поэтому будем смотреть, что вам нужно завершить, что нужно преодолеть, чтобы избавиться от каких-то комплексов и понять, к чему стремиться дальше. Итак, львы, в том числе не только солнечные, но и асцендентные. Не забываем, что вы можете также расклад смотреть, анализировать по асценденту. Смотрим, что вам здесь необходимо завершить. Итак, тройка чаш, 8 мечей и 4 чаш. Во-первых, если смотреть, это понимать, что вы не можете для всех быть хорошим. Это должно быть четкое понимание для сознания вашей жизни. Дружба дружбой, а служба службой. Четко уметь разграничивать эти понятия, если необходимо кому-то делегировать задачи. Осознавать, что в принципе у вас не может и не должен быть большой круг друзей или знакомых. Почему? Потому что, иными словами, вам эта ситуация будет во вред. 4 чаш — это будет отток энергии, то есть это трата ваших ресурсов на пустую болтовню, на пустое взаимодействие или общение с людьми. Это не значит, что вы не должны ни с кем общаться, но это, знаете, как узкий или закрытый круг вашего общения. Это первый момент. Более того, это как внимательно и щепетильно относиться к новым людям в вашем окружении.
Не быть для всех душой нараспашку и, помимо всего прочего, не впутываться просто в какие-то сомнительные знакомства. Иными словами, если вы изначально чувствуете какое-то энергоотторжение от человека, не имеет смысла с ним это общение развивать, поддерживать только потому, что это друг ваших друзей там, или еще по какой-то причине. То есть вот это не нужно. Избавьтесь от шаблона носить маски или быть для всех хорошим, или стремиться завоевать чье-то внимание, быть в центре внимания. Поймите, в любом случае всегда будут люди, которые вас будут осуждать и будут вас поддерживать вне зависимости от того, как вы себя несете, как вы себя позиционируете. Поэтому нет смысла подстраиваться, адаптироваться под ситуацию. Пусть люди подстраиваются под вас. Посмотрим, на чем необходимо сделать акцент. Итак, король жезлов, девятка мечей. И у нас здесь ложится аркан отшельник. Здесь вам прям четко идет указание, что как думаете о себе. Король жезлов — это ваша карта, ваша энергия. Девятка мечей — это проработайте свои страхи, что если вы не будете все время на виду или в центре внимания, то вы останетесь в тени, или останетесь непризнанным, непонятым, или вас не будут принимать социум. Иногда на самом деле для вас это будет более полезно, более структурно, поскольку позволит вам достичь новых высот, новых вершин. Если вы будете в уединении, ну, как и полноценно, планово трудиться, выполнять какие-то свои задачи. Может быть, там, по развитию бизнеса или еще каких-то моментов, когда, знаете, нет лишнего шума. Потому что даже дно колоды у вас здесь ложится аркан маг. Человек, который ставит перед собой цель. Вижу цель, не вижу препятствий. И для этого вам не нужно восхищение вашей толпы, окружения, вашей свиты или просто тех людей, которые находятся рядом с вами. То есть вы должны понимать, что тут речь не в одобрении, и не ждите от кого-то похвалы или понимания. Вам важно идти своим осознанным путем. Поэтому здесь это концентрация на своих задачах, и, повторюсь, сокращение общения и коммуникации ну, я не могу сказать, это не про важных людей, это, знаете, как мимолетные встречные, знакомые и так далее, ради концентрации и достижения этих целей, которые вы перед собой ставите. Поэтому вот такая у вас здесь ситуация. А мы с вами посмотрим, что у нас здесь будет у дев. Девы, у вас на повестке дня это 9-й дом. 9-й дом, как вы знаете, это все, что у нас связано с заграницей, в принципе, со всем иностранным. Потому что 9-й дом — это точка духа. Почему? Потому что ключевыми словами, которые описывают вообще этот дом, это поле, являются образование, путешествие, поиск идеалов, связь с божественным, религия. Ну и, конечно же, это все, что, знаете, как предшествует переменам по 10-му дому. То есть по жизненному предназначению, по реализации, по карьере. То есть любые наработки по 9-му дому, они важны, потому что они являются предпосылками для социального успеха последующего по 10-му дому. Вообще этот дом и это поле перспектив, это открытие новых жизненных возможностей. То есть это то, что позволит вам расширить ваш кругозор, развить творческий потенциал и, по сути, будет формировать вашу систему взглядов и мировоззрений. Что здесь может проходить? Как дополнительное второе образование, как смена религии или адаптация к новой культуре, к новым законам, нормам, правилам, в особенности, если у вас идет иммиграция, переезд, смена места жительства. Или даже если у вас просто какое-то затяжное путешествие, но какое-то для вас очень знаковое. Опять же, это формирование собственных суждений по поводу общественного устройства, законов, религии. Это интерес к философии, это поиск смысла жизни, это поиск своего жизненного пути, это стремление к высоким идеалам. Безусловно, здесь 9-е поле также имеет отношение к спорту, к различным соревнованиям, конкурсам, состязаниям, в том числе интеллектуальным. Потому что этот дом описывает наше желание развития. И благодаря чему это станет возможным для достижения дальнейших социальных успехов. Поскольку у нас 9-й дом — это также дом соприкосновения с иностранными культурами, то здесь это как период путешествий, кардинальных перемен. Опять же, положительные впечатления о другой стране, положительная адаптация или потребность в смене религии. У кого-то, может быть, из-за брака, у кого-то по каким-то собственным убеждениям. В любом случае, 9-е поле, оно нам дает, возможно, если вы в жизни искали учителя, наставника,
тренера или человека, который может представлять ваши интересы, там юрист, адвокат, дипломат, то есть решение всех юридических процессов, это также у нас проходит по 9-му дому. Поэтому здесь каждый из вас, по сути, может найти того человека, которого ищет, обрести хороший жизненный опыт, получить хороший жизненный совет, напутственное слово. Поэтому давайте определим, что же вам нужно здесь проработать, закрыть, а на что, наоборот, обратить внимание, на чем сконцентрироваться. Так, давайте смотреть. Итак, что необходимо вам здесь завершить? Король монет, маг и 10 жезлов. По этим арканам, если смотреть, это как сложный жизненный путь. Отказ не то чтобы от того, что вы наработали или накопили, но вот все то, что заработано тяжелым трудом, это может быть наша песня хороша, начиная сначала. Потому что кардинальный подход и переформатирование того, что вы имеете или чем вы владеете. И вам крайне сложно это будет отпустить. Повторюсь, у кого-то это будет связано с переездом, с эмиграцией, с обучением в новом месте или просто с какой-то ситуацией, когда вот нужно многое материальное оставить и, скажем так, пусть с тяжелым сердцем, потому что по 10 жезлов это сложно делать, да, но начинать свой новый жизненный цикл, новый жизненный этап. Опять же, король монет, маг и 10 жезлов – это очень высокая социальная планка. Это стремление к хорошему заработку, стабильности, хорошим деньгам. Этого будет, знаете, как не то чтобы сложно достичь, но, как показывают арканы, если вы излишне будете на этом сильно концентрироваться, это тяжелее будет достичь. То есть самое важное, самое главное – это найти дело по душе, и тогда деньги будут приходить к вам легко. Посмотрим, что же здесь, какие перемены пройдут по этому лунному затмению. 2 жезлов, королева мечей и карта повешенный. Уйдут какие-то метания или ситуации, когда вы не могли сделать выбор, неважно по какому вопросу. Потому что королева мечей, это, знаете, как проанализировать, сделать какой-то аналитический выбор, чтобы не быть жертвой ситуации, чтобы из этой ситуации выйти. Когда вы долго маетесь, но 7 жезлов говорит о том, что обстоятельства сложатся таким образом, когда выбор, по сути, будет предопределен. Вам нужно будет просто двигаться по тому либо иному пути. И с чем это будет связано? Королева мечей – это вопросы интеллектуального развития, то есть обучение, получение образования, новых навыков. Опять же, по этим арканам это решение застарелых юридических вопросов. То есть вы наново можете подавать апелляции, если что-то там у вас не выгорело, и наново поднимать уже какие-то застоявшиеся процессы. И в целом, если смотреть по этим картам, это также может быть новая социализация. Хотя вам это будет дискомфортно, сложно, потому что королева мечей и повешенный, и здесь еще туз мечей. Это как полностью переформатировать свое сознание, свой менталитет для адаптации в новом месте. Но оно того стоит. Поэтому действуйте, девы, все у вас здесь, безусловно, будет получаться. А мы с вами перейдем к знаку зодиаку Весы. Итак, Весы мои хорошие, у вас это лунное затмение будет проходить по 8-му дому. 8-й дом у нас называется точка границ, дом жизни и смерти. Почему? Потому что он всегда у нас связан с кризисами, с опасностью, с нашей трансформацией после пережитых каких-либо событий. Его почему называют домом смерти? Потому что, по сути, здесь, знаете, как идет управитель 8-го дома, он, по сути, как бы дает угрозу жизни натива, то есть нам с вами. И вот эти элементы опасности, они постоянно будут проверять нас на адаптацию к каким-то новым условиям. Но вообще сам по себе 8-й дом, он, конечно же, является домом чужих денег. Почему? Потому что это ресурсы, это деньги, которые предоставляют нам наши, допустим, партнеры. То есть это партнеры по браку, это партнеры по бизнесу, это, в принципе, допустим, государство. Почему? То есть выплаты, пенсии, субсидии, дотации, гранты, перерасчеты чего-либо и возврат денег, ну, допустим, от налоговой. Но по 8-му полю у нас проходит как приобретение, так и потери. Кстати, по 8-му дому очень часто еще идут у нас вопросы, связанные с наследством. Но в целом, в самом таком общем смысле, конечно же, 8-й дом – это наши ресурсы, которые поступают нам из окружающего мира, то есть не нами заработанные.
То есть это могут быть и как финансирование от каких-то ваших инвесторов, спонсоров и так далее. Но это крупные доходы, это суммы, которые вы можете использовать себе во благо или как получить как дотации, да, и хранить на банковском счете. Давайте смотреть, что же здесь будет проходить по факту, что здесь. Потому что, как правило, по этому дому люди там берут ипотеку или наоборот там закрывают кредит, какие-то выплаты. Или же, если в целом смотреть, анализировать, ну, допустим, ваша супруга не работала, там, вышла из декрета, стала работать, появился приток денег, у вас улучшилась финансовая ситуация. Или, допустим, партнер был без работы, работу обрел, все, опять же, пошли деньги. Или вы получили наследство. То есть тут спектр, конечно, достаточно широк. Мы сейчас с вами посмотрим, проанализируем. Итак, что здесь необходимо вам завершить? Шестерка мечей. Ох, пошли две карты. Туз пентаклей, луна и солнце. В первую очередь, понятно, что это касается не для всех, потому что, естественно, что среди представителей любого знака зодиака есть как люди-предприниматели, так и просто наемные сотрудники, и те, кто вообще не работает. Так вот, карты говорят об ситуации изменения своего отношения к деньгам. Но в большей степени это касается тех, у кого кто те не работал или у кого были как перебои с ресурсами, потому что туз монет луна это как сезонный заработок или нестабильный заработок, то вот здесь нужно кардинальным образом изменить подход к деньгам. Во-первых, если ваш партнер не работает или партнерша, возможно стимулировать или мотивировать к этому, потому что солнце это как пролить свет на ситуацию, это просчитать, сколько вам нужно ресурсов на ваши расходы, какой уровень доходов у вас должен быть, к чему вы стремитесь. И опять же, мотивировать себя к увеличению заработка, к новой планке. Вот это, знаете, как ситуацию, которую вам нужно проработать, то есть не относиться к этому халатно, по принципу, вот я чего-то добился, мне этого хватит. В вашем случае нет, иначе это будет застой, а вам нужно постоянное движение и развитие. И опять же, по этим арканам, шестерка мечей, туз монет, это закрывать кредиты, это закрывать долги. Вот, потому что луна и солнце это как обрести наконец-то освобождение, свободу от каких-то финансовых обязательств. Смотрим, что здесь. Смерть, повешенный, и у нас ложится рыцарь чаш. Ох. По этим арканам крайне не рекомендовано брать в долг. Имеется в виду, может быть, у каких-то там, так назовем, спекулянтов. То есть, если вы еще берете в каких-то госструктурах, то это возможно. Почему именно у спекулянтов? Потому что дотягивать здесь ложится четверка мечей, это бездействие. То есть у тех, кто может как-то, знаете, как брать расписку и ставить вам какие-то кабальные проценты. Иначе вы залезете в такую долговую яму, из которой не выберетесь. Опять же, грамотно рассчитывайте подход к кредитованию, рассрочки, ипотеки и прочее, прочее. Потому что по тузу мечей не всегда вами это будет аналитически грамотно просчитано или выверено. Если вы сами, ну, допустим, не можете что-то рассчитать, лучше обратитесь к финансовому эксперту, там, к финансисту, человек, который просчитает, учтет все скрытые платежи и прочее, и поможет вам оценить ситуацию, то есть потянете вы или нет. И опять же, шестерка жезлов – это постоянная активность, понимание, осознание того факта, что под лежачий камень вода не течет. Если вы хотите успеха и дохода, это нужно постоянно, так сказать, быть в движении. То есть искать новые источники дохода, активничать, действовать. Вот тогда у вас здесь что-то будет получаться. То есть ваши деньги должны работать на вас. Это вот основной такой посыл, который вы должны здесь понять и осознать. Так, переходим с вами к скорпионам. Скорпионы, ну, у вас здесь идет затмение по 7-му дому. 7-й дом у нас дом отношений, дом брака, дом деловых, дружеских связей. То есть это, по сути, наши партнеры, как те, с которыми мы в плюсе, так и те, с которыми мы в минусе. То есть это могут быть и враги. Но в любом случае, поскольку этот дом называют точка «Я», потому что это люди, которые, по сути, нас зеркалят своим отношением, своим поведением, и мы с ними проходим кармические уроки. Так вот, он относится к угловым домам. И, соответственно, это говорит об особой значимости этого поля гороскопа, когда мы его просматриваем.
Оно, в принципе, это поле описывает то, как мы умеем налаживать отношения с окружающим миром. То есть будь то конкуренты, враги или просто близкие нам люди, то есть наши возлюбленные или просто, допустим, наши оппоненты. Иными словами, это по сути люди, в которых мы можем увидеть себя. И здесь, когда мы анализируем 7-й дом гороскопа, нам необходимо разобраться в вопросах личной жизни. Почему? Потому что по этому дому может идти, в принципе, перспективный, потенциальный брачный партнер, если вы свободны, и тип отношений с ним, или развитие отношений с текущим партнером, или с деловым партнером, потому что здесь этот дом будет показывать, какими аспектами будут обладать люди, с которыми вы взаимодействуете, и какие перспективы по вашему взаимодействию вы можете по итогу получить. Давайте смотреть, что же у вас здесь. Итак, что нужно вам завершить? Посмотрим. Что нужно скорпионам завершить? Так, туз мечей, 8 монет и страшный суд. Здесь нужно для вас завершить, непонятно, что не для всех, но тем не менее, смотрите. Уйти с нелюбимой работы, потому что люди, окружение вас тянут вниз. Тут должна быть кардинальная трансформация. То есть либо вы меняете вообще работу, структуру, нишу деятельности, или же вообще в идеале, если смотреть по картам, должны уйти на вольные хлеба. Потому что, видите, 8 чаш – это уход, но здесь уход должен быть у вас в свободное плавание. Паж жезлов – это есть мотивация, есть любопытство. Да, может быть, нет уверенности, нет стабильности, нет ресурса, внутренних сил, но дьявол – это как указание на то, что вы можете использовать ресурсы вашего окружения, то есть ваших партнеров по браку, либо партнеров по бизнесу, чтобы обрести это становление и, как следствие, выйти из ситуации застоя и разочарования, когда вы не можете найти себя, или у вас идет отторжение от деятельности, которой вы занимаетесь, или она, по сути, вам не приносит результата. Если вы владеете своим бизнесом, то это понимание, что бизнес, возможно, бесперспективный, и нужно что-то здесь кардинальным образом менять. Либо делать его реструктуризацию, там, полностью менять персонал, или же, возможно, вообще закрывать и уходить в иную нишу. Смотрим, на чем здесь будет акцент. То есть у вас здесь 7-й дом больше, если посмотреть, так отыгрывается по партнерам, которые могут вам дать развитие. Имеется в виду в плане заработка, работы. Если смотреть, на чем нужно сделать акцент. Дьявол, паж мечей и падает карта мир. Это как выйти на новый горизонт, это новые возможности, это широкое поле деятельности. То есть, допустим, это интернет-бизнес, онлайн-бизнес, или там расширение филиалов, новые точки, или просто новый фактор работы. То есть вы работаете дистанционно, не привязаны, свободны, со свободным графиком, потому что курируете его так, как вам удобно. Паж мечей – это проанализировать, найти соль земли, то есть, по сути, понять, где ваша точка комфорта, как вам нужно действовать и что для этого необходимо сделать. Многие могут сказать, а как же здесь личная жизнь? Неужели вообще ничего не будет? По 10 мечей может проходить разрушение прежних отношений, если они себя уже давным-давно исчерпали, изжили. По какой причине? Сейчас даже дотяну. 7 мечей и паж монет. Если отношения для вас могут быть безресурсными имеется в виду в плане энергии, духовности, любви, но вы сами себе лгали, боялись в этом признаться. Ну и, конечно же, второй фактор. Здесь действительно может быть ситуация прощения с прежним партнером или партнершей по причине измены, предательства и так далее. Предвкушая вопросы, с чьей это будут стороны. Если смотреть по 6 жезлов, то это может быть с вашей стороны, как с целью самоутверждения. Поэтому все возможно. Ваша задача понять и оценить свои способности, ресурсы, таланты. Но, еще раз повторюсь, основной посыл и потенциал у вас идет по бизнесу. То есть не упустите этих ресурсных возможностей для вашего развития, расширения и улучшения качества жизни. Переходим с вами дальше. Стрельцы, мои хорошие, у вас это лунное затмение будет проходить по 6-му дому. Что у нас такое 6-й дом? Для чего он нужен и чем он важен? 6-й дом у нас называют точка силы, или иными словами, это по сути дом, который у нас отвечает за служебные обязанности, за заботу о здоровье, за какие-то рутинные наши функции, за взаимоотношения с подчиненными. Он, в принципе, знаете, как указывает на приложение труда и регулярных усилий в творческие проекты, в такую повседневную работу, которая незаметна, но которая крайне важна.
Почему? Потому что это указание на то, как мы относимся к своей деятельности, насколько мы прилежны в выполнении своих ежедневных обязательств, насколько мы эффективны на рабочем месте, то есть как нам повысить нашу там трудоспособность, если у нас лень, как ее проработать, или если у нас плохое самочувствие, проанализировать, по какой причине оно у нас возникло, нет ли у нас проблем со здоровьем. Здесь это в первую очередь необходимость создать порядок и здоровую атмосферу вокруг себя. Только после этого вы будете испытывать удовлетворение от дел, которые вы выполняете. Почему? Шестой дом у нас отвечает за две темы – работа и здоровье. Соответственно, комфортно организованные трудовые условия, они будут являться залогом как вашего физического, так и психического здоровья. Плюс здесь акцент на соблюдение баланса работы, то есть труда и отдыха. Опять же, если вы перерабатываете, как вы понимаете, да, вы ощущаете потерю энергии, у вас душевный дискомфорт. Если не дорабатываете, то лень, хандра, и как следствие, опять же, это выливается в проблемы со здоровьем. То есть здесь вот умение создать и соблюсти этот баланс. Давайте посмотрим, что у вас здесь. Что нужно, так сказать, отпустить, завершить, какие процессы и программы, а какие нужно будет доработать. Итак, что здесь нужно завершить? Башня, тройка жезлов и шестерка монет. Здесь нужно завершить такую ситуацию, что если вы не справляетесь с какими-то аспектами по дому, то научитесь делегировать полномочия. То есть ваша задача раскрыть своего потенциала, допустим, зарабатывать на тех же помощников по дому, которые будут выполнять какие-то рутинные обязательства, которые могут вас, допустим, выбешивать, выводить из себя, на которые нет времени и сил. Вы лучше эти деньги потратите на себя, на любимое дело, любимую работу, с удовольствием заработаете, чтобы закрыть вот эти базовые потребности. Это раз. Второй момент, что здесь нужно закрыть? Башня, тройка жезлов и шестерка монет – это убрать хаос из своей жизни. То есть организовать и рабочее место, и пространство, создать структуру, потому что башня – это всегда структура. То есть режим дня, режим питания, физических нагрузок. То есть то, что должно быть на ежедневной основе и не позволять себе лениться или отклоняться от этого графика. Почему? Потому что тройка жезлов и шестерка монет – это акцент. Помоги себе сам, выйди из этого хаоса, помоги себе. Не жди, что кто-то придет по тройке жезлов социальных в твою жизнь, то есть что социум придет и тебе поможет. Ты это должен сделать сам. Никто за тебя это не сделает. И будут то вопросы по состоянию здоровья. В частности, здесь очень могут быть большие проблемы с опорно-двигательным аппаратом. То есть спина, суставы, не дай бог, протрузии, межпозвоночные грыжи, пережатые сосуды. Опять же, не ждите, пока вас там скрутит в 3 погибели. Своевременно обращайтесь к специалистам и пытайтесь устранить текущие проблемы. Так, на что обращаем внимание? Правосудие, семерка чаш, семерка монет. Основная проблема или причина: вы слишком иногда к себе критичны и не позволяете себе не то чтобы быть счастливыми, а исполнять желаемое. Всегда по семерке монет это откладываете на потом. Так вот, не бойтесь критики, не бойтесь осуждения. Семерка чаш, семерка монет, пришло время реализовать задуманное. Причем по аркану император у кого-то, ну если у меня мужчина, то эта реализация зависит от вас. Здесь также может идти помощь и поддержка со стороны влиятельного лица, будь то работодатель или коллега по работе. Для девушек и женщин таковая поддержка и реализация задуманного вами может идти со стороны мужчины. Опять же, тройка чаш – это как нехватка радости, ярких моментов в жизни. Насколько это возможно, пытайтесь создавать себе сами. Соответственно, как только вы себе это будете создавать, подтянутся ресурсы, возможности, люди, окружения, которые в этом вам поспособствуют. Ну и по этим картам, которые мы с вами дотягивали, император и тройка чаш – это также контроль вопросов питания. Вот такое у вас лунное затмение, моя хорошая. А мы с вами будем переходить к Козерогам. Посмотрим, что там у них. Козероги, у вас это лунное затмение будет проходить по 5-му дому. 5-й дом гороскопа, или как мы его у нас еще называем, точка влечения. Почему? Он у нас отвечает за творческое самовыражение, за любовь, детей, за то, что, по сути, нам с вами приносит радость, что нас окрыляет, что мы делаем с вами с удовольствием. То есть каким образом мы раскрываем наш
творческий потенциал, что мы не боимся продемонстрировать или проявить на публике. То есть здесь, по сути, это желание быть в центре внимания, это быть любимыми, потому что у нас управитель 5-го дома часто, знаете, как пытается нас вынести в социум, чтобы мы получали похвалу, комплименты и были объектом чего-то вожделения или внимания. По сути, этот дом рассказывает, при помощи чего мы привлекаем к себе внимание. Но 5-й дом у нас также указывает на детей, потому что дети – это тоже источник радости. И, конечно же, на любовников, любовниц. Почему? Потому что еще одно значение этого дома – это любовь. То есть, по сути, человек, который открывает свое сердце другому, дарит все богатства своей души, не требует ничего взамен, это, знаете, как возвышенно и духовно. То есть вы будете крайне привлекательны для других людей. Вы будете притягивать к себе окружающих своей позитивной энергетикой, доброжелательностью, душевной щедростью, открытостью. Поэтому здесь очень велика вероятность романов. У кого-то по 5-му дому могут идти появления детей. Поэтому давайте смотреть, как же по сути у вас будет проявляться эта ситуация. Какие будут перемены. Итак, что здесь вам нужно по этому дому завершить? 6 жезлов, 6 чаш и рыцарь чаш. Если у вас были сложные либо натянутые взаимоотношения с детьми, с внуками, либо вы мало им уделяли внимания, либо вы отошли от творческих процессов увлечений, от ваших хобби, которыми когда-то занимались, то здесь карты показывают, что, знаете, как нужно найти отдушину в новом деле. То, что касается детей и внуков, это переформатировать свое отношение к ним, свою модель поведения, стать более открытыми, радушными и больше уделять им внимание, больше времени проводить с ним. То есть закрыть потребность, когда вот они в вас постоянно нуждаются, потому что 6 жезлов – это 6 чаш, удели мне внимание. То есть это когда к вам шел посыл, шел запрос, вы этого не делали. То есть вот это нужно закрыть, этот гештальт, если есть дети или внуки, все-таки больше с ними проводить времени. Теперь посмотрим, на чем нужно будет еще сконцентрироваться. Туз мечей, 8 чаш. И у нас здесь ложится король мечей. Так, по этим арканам, по ситуации могу сказать, что кто-то будет яростно здесь из прошлого напоминать о себе. Причем, если смотреть по этим арканам, с целью зацепить вас за какие-то эмоции, за переживания из прошлого, потому что здесь давить, так сказать, на эмоциональные переживания, эмоциональный ряд. Для девушек и женщин это может быть мужчина воздушной стихии, весы, близнецы или водолей. Сейчас хочу дотянуть, посмотреть. Причем, если смотреть, то вот 8 мечей, мир и маг, отношения, которые давно как бы были закрыты, завершены. Вот такая вот позиция, наша песня хороша, начинай сначала. 2 жезлов – это будет ситуация выбора, быть или не быть, вот в чем вопрос. Стоит ли в одну реку вступать дважды? Ну, что могу вам сказать? По 4 жезлов кто-то будет активно здесь отстраивать или выстраивать новые союзы и взаимоотношения. Здесь по этой карте действительно может еще также идти момент продолжения рода, потому что 4 жезлов сама по себе показывает ситуацию, что есть такая вероятность. Ну и для девушек и женщин, потому что знаю, что напишут, а что же нам не сказали. Паж мечей, башня, и здесь ложится рыцарь монет. То есть человек, с которым отношения были давно разрушены, могу сказать так, следит за вами, мониторит, выискивает момент по рыцарю монет, это как бездействовать. Почему? Потому что найти удобный случай, когда можно повернуть ситуацию, ход событий и найти возможность, как же подступиться, как эти отношения возобновить. Так, причем, видите, здесь, если уже возвращаться, то с каким-то, так сказать, традиционным предложением. Потому что по этим арканам человеку не хватает духовности, стабильности и традиционных посылов в жизни. То есть создание семьи, деторождения и прочего. Что ж, может быть такая ситуация. Буду ждать от вас обратной связи. Напишите, как будет отыгрываться по факту. Хорошо. Мы с вами переходим к водолеям. Водолеи, у вас это лунное затмение будет проходить по 4 дому. Что такое у нас 4 дом? 4 дом – это, конечно же, у нас точка происхождения или дом родины, дом семьи,
поле недвижимости, назовем так. Почему? Потому что, по сути, он представляет собой нашу опору, наш жизненный фундамент. 4-й дом – это поддержка семьи, это родительская забота, опека, это, в принципе, связь с родом, с родителями, это ощущение своей принадлежности к нации, стране, к какой-то группе людей, потому что вы будете себя идентифицировать с определенным кланом, назовем это так. И помимо всего прочего, это обстоятельства домашней жизни, это атмосфера, которая царит в семье, это создание семьи. Для кого-то это вопросы, связанные с землей, недвижимостью, будь то купли-продажа, обретение, обустройство и так далее. Опять же, встать крепко на ноги, зажить собственным домом. Для кого-то обретение родины, то есть как точка опоры. Здесь это действительно такой очень важный для вас дом гороскопа. Посмотрим, как он для вас будет отыгрываться. Секундочку, давайте посмотрим. Что вам по этому дому нужно завершить? Давайте проанализируем. 10 жезлов, 9 мечей и ложится 2 жезлов. В первую очередь, поскольку у нас это указывает на двойственной ситуации, то есть здесь нужно завершать двойственные отношения, перебарывать свои переживания, страхи, боязнь, что вы кого-то можете потерять. Если вы состоите в любовных треугольниках, то, как показывает карта, здесь нужно будет ставить вопрос ребром. Не соглашаться на меньшее, а соглашаться на стабильность, на уют и на уверенность в завтрашнем дне. То есть вот этих вот полутонов, полярности быть в принципе не должно. Иначе, если вы зависите в этой двойственной ситуации, потом просто из нее не выберетесь. И опять же такой момент, несмотря на переживания и страхи, так как дно колоды у вас рыцарь мечей, не для всех, но тем не менее для многих может быть действительно смена места жительства, связанная с геополитическими факторами. То есть это войны, это какие-то просто нестабильность социального плана. То есть здесь, как бы это ни было тяжело, страшно, но это как находить альтернативу, находить для вас новый источник жизни и реализации зоны комфорта. Вот это то, что нужно будет завершить, с чем вам нужно будет справиться. А сейчас я хочу посмотреть, на чем вам необходимо будет сделать акцент. Колесница, 7 чаш. И здесь 6 мечей. Нет, вы понимаете, у вас здесь все равно ситуация вторит о перемещении. То есть здесь, поскольку у нас 4-й дом, для кого-то крайне важным и значимым будет переезд в новую квартиру, в новый дом, то есть улучшение социальных условий жизни. И причем, если смотреть по этим картам, поскольку 7 чаш это как реализация мечты, то есть то, о чем вы мечтали. То есть для большинства это может стать обретение собственной недвижимости, которую вы, слишком для вас это было долгожданным моментом. Плюс, помимо всего прочего, действительно, смотрите, тема переезда не просто как новый дом, новая квартира, а переезд масштабного плана. Вопросы переезда в другой город, регион, страну. То есть тут звучит еще и тема эмиграции. Не всегда она может быть вами запланирована, но если смотреть по этим арканам, колесница и 7 чаш, это как указание: не было бы счастья, так несчастье помогло. То есть исполнение целей, желаний или мечты за счет перемещения, кардинальных перемен, движения в вашей жизни. Плюс открываю здесь по королю чаш. У многих это будет связано также еще с вопросами личной жизни, потому что король чаш — это взаимодействие с мужчиной водной стихии, рак, скорпион или рыбы. То есть тут будет велико влияние данного человека на эти перемены. Вот так вот, водолейчики. Буду ждать от вас коммуникации, как отыграется по факту. И, конечно же, представители знака зодиака рыб. Рыбы, у вас это лунное затмение будет проходить по 3-му дому. Что такое у нас 3-й дом? 3-й дом — это наша с вами точка коммуникации. То есть она указывает на наши способности заводить знакомства, общаться, договариваться, находить необходимую информацию. Это, в принципе, указание на то, насколько мы легки на подъем, на какие-то перемены. Как часто мы совершаем даже те же краткосрочные поездки, как часто напитываемся новыми впечатлениями, информацией, поддерживаем ли мы общение с близкими, с родственниками, приятелями, соседями. И в целом это дом, который указывает на какие-то краткосрочные курсы.
То есть мастер-классы, семинары, вебинары, бизнес-тренинги, где мы получаем максимум полезной информации и поэтапно растем. Конечно же, третий дом – это наша способность, по сути, познавать мир. Это ситуация, когда мы, в принципе, анализируем наши интересы, наши склонности, наши интеллектуальные таланты. Это качество наших знаний. Это ситуация, когда мы анализируем наше логическое мышление, наш аналитический ум и смотрим, как мы можем это все использовать, как мы можем это ресурсно для себя в нашей жизни реализовать, чтобы получить монетизацию, чтобы получить стабильность. Потому что это дом быстрого обучения, это быстрая реакция на изменения окружающей среды, адаптация. И в целом это наши как интеллектуальные способности, наши склонности к избирательству. То есть, по сути, иными словами, если так в целом, это наше развитие. То есть вот будем сейчас смотреть, что нам здесь нужно завершить, что нужно проработать, да, на чем сделать акцент. Итак, что нужно завершить? Шут, туз монет и падает карта солнца. Нужно переходить от вопросов легких общений, легких знакомств, ни к чему не обременяющих, может быть, по каким-то корыстным посылам или мотивам, к чему-то более ресурсному и стабильному, к долгосрочному. Почему? Потому что вот эти краткосрочные знакомства или легкие связи не вас будут изматывать. То есть по аркану мира вам нужно завершать эти процессы, выходить на новый, более духовный уровень, где вы будете, так сказать, жить традиционной структурой. И если смотреть с точки зрения образования, то это не бояться вкладываться в себя, в свое развитие, в развитие своих детей и получать новую базу знаний. В особенности, если вы в коридор этого затмения планировали или появилась такая идея, мысль, пойти на какие-то курсы, повысить ваш уровень профессионализма, то стоит заняться этим вопросом, потому что эти вложения, они для вас будут оправданы. И опять же, не бояться вкладывать в себя, не бояться того факта, что якобы это будут легкомысленные траты денег. Нет, знаний не бывает мало. И поверьте, любое даже малозначительное новое знание, учение или навыки впоследствии для вас будут они крайне полезными. Будем смотреть, что же еще здесь, на чем нужно сделать акцент. Так, пятерка мечей, луна и карта маг. Проработать свою неуверенность, свои страхи, комплексы, свою зажатость, то, что вам не позволяет находить ресурсных людей, которые подходят вам по вибрациям, по вашей энергии. Не соглашаться на меньше. Сейчас буду объяснять. То есть, смотрите, убирайте из своего окружения людей токсичных, которых вас тянут на дно, которые вас обесценивают, вас как личность, ваши труды. То есть, не взращивать в себе вот эту вот низкую самооценку, не взращивать в себе эти блоки, проработать эти страхи, как самостоятельно, так и через специалиста. У кого-то, не у всех, безусловно. Возможно, это чистки через всевозможные ресурсы. То есть как самостоятельно, так и с узкопрофильными специалистами. То есть обрести чистую энергию, которая вам позволит выстраивать взаимоотношения, опять же, с достойными людьми. Далее. Я понимаю, вот, кстати, на консультациях очень много встречается таких людей, которые из-за длительного периода одиночества фактически включаются в любые первые попавшиеся отношения. То есть вот исключить для себя этот сценарий по принципу уж лучше одному, чем с кем попало. То есть для вас это должна быть такая вот установка на жизнь. Еще, о чем говорят эти арканы? Давайте посмотрим. Что нужно также будет вам крайне избирательно относиться к вашим наставникам, гуру, педагогам, учителям, потому что иногда вы можете, если халатно или безответственно относитесь к подбору тех курсов, тренингов, где вы получаете навыки и знания, вы можете просто стать жертвой дезинформации, либо той информации, которая, по сути, для вас будет ненужной или ложной. Сейчас хочу еще прояснить, что здесь. Секунду. Итак, паж мечей, смерть и тройка жезлов. Что, по сути, вам это даст? Вам это даст трансформацию вашего интеллекта,
вашего мировоззрения, вашего подхода к жизни. То есть вы будете более социально открыты, общительны, но, опять же, здесь как избирательно подходить к кругу общения, потому что паж мечей — это анализировать, с кем делиться вибрациями своей души, а с кем нет, от кого нужно закрыться. Поэтому тройка жезлов — это понимание, к какой цели вы идете и с кем к этой цели вы должны дойти. То есть еще раз делаю акцент. Это вопросы обучения и вопросы личной жизни, а именно проработка ваших блоков, низкой самооценки, у кого-то, возможно, родовых программ, то есть убирать в себе вот эту вот излишнюю скованность, неуверенность, самоедство, когда вы во всех своих грехах вините только себя. Вот это ваша задача на как минимум на ближайшие полгода. Это факт. Что ж, мои хорошие, надеюсь, эта информация для вас была полезной. Пусть она вам будет во благо. Напишите, как у вас по факту потом будут отыгрываться эти энергии и какие перемены в вашей жизни будут происходить. Я каждому из вас желаю только благоприятных перемен. Пусть ваша жизнь начинается с чистого для вас благоприятного листа, и в вашу жизнь пройдут только яркие положительные события. Благодарю вас за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.